Привет, друзья! Вы на канале Путешествие вкусно. Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы в Краснодаре. Побываем в одном из лучших европейских парков Краснодар, с одним из лучших японских садов за пределами Японии. И также проведем маленький корпоративчик с моим продюсером в ресторане «Скотина». Парк Краснодар, он же парк Галицкого, был открыт в 2017 году. И сразу же стал магнитом для краснодарцев и гостей города. Особенно в этом году такое было паломничество. Поэтому смотрите, приезжайте обязательно, но выбирайте так, чтобы было комфортно гулять и осматривать это все урбанистическое великолепие. Парк построили всего за 10 месяцев. И расположен он рядом со стадионом Краснодар, который является домом футбольной команды Сергея Галицкого. Он напоминает по форме римский Колизей. Краснодарцы называют его с любовью Колизеем. Посмотрите на картинку, похоже ведь. В парке высадили более 2700 деревьев, среди которых очень много экзотических видов. Эвкалипты, оливы, секвойи, гингобилоба, тюльпановые деревья, хоризии, пальмы и даже настоящий баобаб. Даже не знаю, как их доставляли, но, видимо, очень каким-то сложным логистическим путем. С учетом того, что деревья экзотические, их в суровые зимы одевают специальные купола с обогревом. Одним из мест, которое очень влечет посетителей, является амфитеатр. Не все посетители знают или видят, что он выполнен в форме носа корабля. Там показывают летом фильмы, транслируют футбольные матчи со стадиона Краснодар. Вместимость всего 200 человек, но тем не менее можно приятно провести время. В парке установлены очень много арт-объектов, может быть, десятки. Некоторые имеют скрытый смысл. Вот, например, 5-метровая перевернутая капля, которую установили в 2019 году, отождествляется с долей секунды, отлитой в металле. Но краснодарцы считают, что она похожа на точку геолокации на электронной карте. А вот весной 2023 года открыли пятую очередь парка – Японский сад, который стал крупнейшим за пределами Японии. На этой территории расположено несколько миниатюрных озер, водопадов, прудов, построек в восточном стиле. Желающих прогуляться в японском саду так много, что до сих пор выстраиваются гигантские очереди. Японский сад – самая долгожданная локация парка Галицкого. Его строили с декабря 2021 года, открыли через 1,5 года, 30 марта 2023. В парке начали строить седьмую очередь, называется парк облаков. Он расположится на высоте около 27 метров. Для его строительства рабочим потребуется еще несколько лет. Вообще, если придаться статистике, то площадь японского сада 7,5 гектаров. Здесь достаточно много красивых точек, от умиротворяющих прудов и завораживающих водопадов до величественных храмов и тихих мест для медитации. Есть несколько способов попасть в японский сад. Один из способов – забронировать столик в ресторане Рютей, оставить депозит 2000 рублей. Вам пришлют QR-код. Ну и у вас будет бронь 2,5 часа, вам хватит времени обойти сад и в том числе вкусить японской кухни. Еще один способ – это сходить на чайную церемонию. Тоже это заранее нужно уплатить стоимость от 2 до 3 тысяч рублей с человеком. Еще один способ – записаться на мастер-класс по созданию оригами и рисованию акварелью. Также купить сертификат на 1500 рублей в кофейню Кисатен. В общем, за деньги, пожалуйста, вы можете посетить и получить кучу удовольствия, как мы, например, в японском ресторане. Но все остальные будут, конечно, стоять в очереди.
только посмотрите на эту милоту, на этих белок, как они бегают, играют. Это умиротворяет. Вот. И посмотрев на это все, идешь дальше. Сергей Галицкий повторил часть Японии, японской культуры, чтобы мы могли смотреть, восхищаться и вдохновляться тонкими деталями и возможностями философии. Ресторан «Скотина», кажется. Все, как мы любим название. Здравствуйте. Бронировали? Нет. Вдвоем будете? Да. А что, мест нет? Есть, конечно. Так спрашиваете, как будто Чтобы знать, вдруг забронировали, чтобы погода определилась. извращенцы. Мясные. Винишко. Рога. Так, колоритненько. Какие-то кубанские вина, галицкие. Это Сергея Галицкого, видимо. В общем, что я вам могу сказать? Пока все очень и очень выглядит. Сейчас филе минет попробую. Скажите про тартары. Вот они очень интересные имеют. Тартары несколько видов у нас есть, собственно, как классика. Это наш тартар скотина. Он идет, прокручивается через мясорубку. Также добавляются 2 вида соуса. То есть мы делаем домашний майонез, гель из желтка. Также каперсы, анчоусы туда добавляем и 2 вида лука. Все это при вас здесь готовится. Также тартар по рецепту Зимина, наверное, один из наших классических и самых стандартных, можно сказать, из говядины. Это вот как раз вот тот Зимин. Да, по его рецепту мы готовим тартар. Он идет из говяжьей вырезки, то есть нарезается классическим мелким кубиком, как и должен тартар нарезаться, с добавлением болгарского перца, красного лука, каперсов и немного соуса кимчи добавляем для пикантности. Также гель из желтка идет отдельно. Мы, наверное, будем red wine. А что порекомендуете? Различные есть виды, собственно, как мы и с местными кубанскими сотрудничаем, большими и не очень винодельными, также и иностранные. Порекомендую что-то по типу пино-нуара. Можем также попить местное винодельное Галицкий. Его могу предложить как один из вариантов. Это именно тот Галицкий, о котором мы подумали? Все верно, вы не ошибаетесь, у него своя винодельня. Вот. То есть у него помимо того, что есть стадион, футбольная команда. Да, это его винодельня, он открыл ее давно, когда еще планировал открывать свой ресторан. Вот. И на начальном этапе планировал, что у него будет своя винодельня, где он будет, собственно, торговать своим вином.
У него получилось, большой охват они получили. Вот, в принципе, многие из наших местных жителей и гостей знают про него и приезжают к нам попробовать. Друзья, мы на канале «Путешествуй вкусно». Вы поверите, в ресторане под названием «Скотина». Причем я тут буквально проездом на несколько часов в Краснодаре, стоп-овер у меня, так сказать, пути из Анапы в Сочи. Мой продюсер подсказал мне несколько ресторанов краснодарских. И однозначно, не договариваясь, мы выбрали один и тот же, под названием «Скотина». Вот сегодня будем здесь пробовать мясо, тартары и вино галицкие. Такая вот история. Друзья, познакомьтесь, Елена, мой продюсер. Да, я вышла из-за кадра. Мозг этого канала. Правая рука, я думала. Я-то так это... Ты голова, да, я шея. Мимо проходила. Прямо. Мы всегда стараемся, перед тем, как садиться отсматривать твой материал с мужем, быть сытыми, потому что слюни текут, мы ими захлебываемся. Так что у нас сегодня корпоратив. Да, и я никогда не думала, что я сама в Краснодар буквально приехала на неделю по делам, и что получится встретиться и вместе снять хоть что-то, а главное – поесть тартар и филе миньон. Ваше здоровье. Сейчас приготовим тартар-скотину. Используется говяжья вырезка нестандартной, так сказать, обработки. Здесь мы прокручиваем ее через мясорубку. Мне дадите крутануть? Конечно, без проблем. Вырезка, пока мы ее прокручиваем, доходит до комнатной температуры. Хорошо. Здесь у нас ничего сложного. Это канал «Путешествуй вкусно». И вы вместе с нами. Старым дедовским методом. А есть какая-то скорость прокрутки? Потому что вот я как-то быстро крутанула. Может быть, можно ничего такого с нет. определенной медленностью это делать. И пока что она будет остывать до комнатной температуры. Освещаем также все остальное. Сразу, чтобы охлаждался соус. Оливковое масло у нас. Зернистая горчица, даже дижонская, везде по-разному, кто как хочет, так и называет. Здесь соус томатный, он же кетчуп. Это вот гель Гель из желтка, да. Гель из желтка. Также мы добавили, как уже выразились, гель из желтка. Все это смешали до однородной массы. Вообще все соуса мы стараемся, конечно же, использовать, точнее, готовить свои. К мясу у нас, в принципе, соуса все сами приготовлены. Также красный лук добавим. Также у нас каперсы пойдут, анчоусы мелкорубленые. Кстати, можете использовать черноморскую хамсу. Это также является и анчоус. Черноморский анчоус, она же хамса. Добавили еще зеленый лук. Еще раз все перемешали, чтобы ингредиенты отдали свой вкус. Это все охлаждается, а мясо комнатной температуры. Да, все верно. И потом мы это все смешиваем. Все еще раз хорошо перемешаем, чтобы каждый кусок мяса пропитался соусом, да, конечно. Теперь вы будете выкладываем его, да, в произвольном порядке. Также в этом моменте мы специи не используем, но если хотите, можем, в принципе, у вас на столах есть соль, можно немного присолить. И также... У вас есть компотский перец черный? К сожалению, нет. У нас классический черный перец через, собственно, мельницу. Можем его сделать. И также ароматная соль, которая на ваших столах. Это приправа, приготовленная нашими поварами. Вот она, да? Это именно ароматная соль, то есть на основе морской соли с добавлением подкопченных овощей. Тартар скотина наш готов. Также тартар по рецепту Зимина и дополнительно гренки также подали к вашим тартарам. Приятного аппетита! Чувствуется, что мясо очень вкусное. Даже можно было бы меньше допов делать. Авторское исполнение. Я бы кетчуп убрала. Вот. А так чувствуется, что самое главное мясо, и оно чувствуется, и оно очень свежее. Оно мне, кстати, немножко вот эти вот тартары полуфабрикатные напомнило в Бельгии. Марусь, привет. Там они шикарные. Прям так вот берешь хлебушек и с намазочкой. Сейчас хлебушек попробую.
Мы сегодня у нас корпоратив, мы все едим из одной тарелки. Потому что это самое вкусное, когда ты делишь с ближайшим человеком тарелку с мясом, кусок хлеба, Вот, а это мой тартар зимина. бокал вина. Подожди. Надо сделать красиво. Нужно, наверное, с гелем из яйца подразмешать. Хотя можно и так сделать. Вообще надо было этот гель. Давай я попробую просто. Это больше к классическому, наверное. Нет. Очень интересно, потому что кимчи дает оригинальность. А вот как с гелем будет, с яичным, тоже интересно. Потому что яйцо всегда с тартарами сочетается. Желток унижняет. Очень унижняет. Но мне, конечно, сюда не хватает очень черного перца. И все-таки прокрутка через мясорубку, оно прям мясо раскрывает. Очень. Но классический тартар же режут, насколько я знаю. Да. Но мы любим нарушать правила. Тогда я попробую мясорубный. Уже он совсем другой. Другое блюдо. И да, ты права, кетчуп лишний. Все-таки простой кусок мяса, но не простой, хорошего мяса кусок. Нужно таких-то трататушек вертеть. Ну, лучше, чем Мишленя. Вот. Такой вот интересный анатомически выверенный нож. Также можно располовинить или просто сделать надрез, но лучше располовинить, чтобы прекратилась прожарка. Режется как масло, как по маслу. Догоняет вкус. Ну, как тебе мясо кубанских производителей? Они приближаются к мировым. Здесь очень неплохо чувствуется сливочный вкус. Еще вот так вот кусочек. Видите, вот макнуть в соль и пюрешечкой с трюфельным маслом. Так намазать. Краешек. Они, видимо, когда была финальная вот эта вот обжарка, сливочное масло добавили, и оно вот дает ореховый вкус. В зимний период очень хочется крови. Вся кровь здесь. Ваше здоровье. Ты мне фотки присылала. Такой классный торт, который как будто Наполеон. Это что? Торт это вообще просто это легендарный торт. Я уже другу своему Мише Пасько из Пскова. Будете в Пскове, идите все в кафе Миша. Ссылка будет в описании. Говорю, патентуй. Потому что это торт, который сделан сместик на классический Наполеон. И какой-то еще был на каких-то развалинах, что ли, в советские времена. Графские развалины был торт. Возможно, что-то такое. То есть одно смешано с другим. Короче, в двух словах. 14 коржей, крем, вареная сгущенка с маслом, рогачевская. Рогачевская или глубокая? Белоруссия. Это мои делания. Знаешь, белорусская. И между где-то после 3-4 коржа слой изюма, еще 3-4 коржа промазываешь кремом, слой
грецкого ореха и потом слой кураги. Курагу вывариваешь до повидла, и она дает вот эту вот кислинку, которая со сладостью крема, с тонкостью чуть подпаленных тонких коржей. Блин, они настолько рвут рецепторы, вы себе представить не можете. В Москве такого не купишь, только если я приготовлю. Подожди, а коржи-то из чего? Коржи? Ну да. Коржи очень простые. Либо топишь сливочное масло, либо там, не знаю, какой-нибудь, ну, типа маргарина. Причем Миша говорил, мне саратовский должен быть маргарин. Вот здесь вот все в деталях еще, да? Рогачевская сгущенка, да? Рогачевская сгущенка, саратовский маргарин, сметана и мука. Чуть-чуть соли, ну прям на краешке. И 2 столовые ложки сахара. Полкило муки. И вот получается вот это вот тесто. А потом раскатываешь тонко коржи в духовку, раскатываешь в духовку. А потом собираешь торт. Ну, короче, это просто фантастика. В скотине такого не дают. Это я вам точно говорю. Что, крови напились? В прямом и в переносном смысле. Все было красное. И мы в Краснодаре. И сейчас мы пойдем на улицу Красную. Но я все хотела задать тебе вопрос, Юль, и я, пользуясь случаем, хочу это сделать. Мы, когда монтируем видео и смотрим, как ты всегда вкусно, с таким аппетитом, так классно все ешь, ну, и у нас текут слюни безумно. Мы все хотим понять, как ты такая стройняшка при этом. Раскрывай свой секрет. Когда ты живешь в ритме постоянных движений, по 100, по 140 перелетов в год, тебе хочется энергию восполнять. Почему мясо хочется? Потому что много энергии тратится. Так-то никаких секретов нет. Мне кажется, все просто обусловлено движением бесконечным. Передвижение, эмоции, общение. Ты там о чем-то думаешь. Ты просто не сидишь, не выключаешься, ты все время о чем-то думаешь. Думаешь, как поехать, куда поехать. Это одна история. Много думаешь про работу, как сделать так, чтобы было лучше, было интереснее и в работе, и на работе, и с теми, с кем ты работаешь. Вот. И оно, наверное, сжигает Куча калорий. Ну, хотя какие калории? Мы съели по куску мяса. Ну, ладно, по 2. Тартар тоже как будто бы кусок мяса. Сейчас вот прогуляемся по улице Красной, поспим. Взлеты, посадки сожгут все калории. Главное не думать о том, что оно куда-то откладывается. Потому что мысли материальные, и бытие определяет сознание. На этой философской мысли, пожалуй, пойдем-ка мы погуляем. На Красной. Вот прекрасный ночной Краснодар. Корпоратив. Продолжается. Продолжается. Но недолго. Памятник запорожца пишут письмо турецкому султану. И в завершении вечера пузырики Абрау-Дюрсо в одноименном заведении. До скорых встреч, друзья!